Друзья, привет! С вами Дмитрий, я доктор, и у нас 4-й урок вводного курса школы системы управления здоровьем. И сегодня, наверное, наиболее важный урок из всего курса. Они, конечно, все играли большое значение, все 3 первых предыдущих и последующие тоже будет играть важную роль. Но сегодня особенный урок, и от вас потребуется особое внимание. Начать бы я хотел с того факта, что наш организм постоянно обновляется. Это, собственно говоря, наверное, вам уже известно. Современная наука доказывает, что мы обновляемся постоянно, на атомарном уровне в течение месяца на 70% примерно, в течение года на 99%. Это было показано в работах одного из пионеров радиоизотопных исследований Поля Берсольда в 1953 году в Оук-Ридж лабораториях в Соединенных Штатах. На сегодняшний день доказано, что и на клеточном уровне мы обновляемся. Средняя периодичность обновления нашего тела на клеточном уровне примерно раз в 7 лет. То есть наше тело — это интенсивно такой меняющийся такой вихрь атомов, можно так сказать. И с вашего появления на свет, с момента первой клетки до текущего состояния нашего организма, не осталось ни одного атома. То есть их как бы распределение настолько велико, что наравне с атомами, которые входили в ваш организм в самом начале жизни, и сейчас, наверное, в вашем организме есть атомы Чингисхана, Сократа, Будды, Иисуса. То есть все атомы живших существ, они в равной мере распределяются на планете, и участвуют в нашем организме. Поэтому с физической точки зрения, с материальной точки зрения, ваш организм совершенно не тот же самый организм, который был при рождении, не тот же организм, который был 10 лет назад, не тот же организм, который был 20 лет назад, или 5 лет назад, или даже год назад, или даже месяц назад. Это совершенно разные тела уже на сегодняшний день. И может стать вопрос, а что же более постоянно в нашем организме, есть нематериальная основа? Так вот, такой основой является информация. Нам это сейчас с вами, может быть, понятно уже становится, потому что у нас есть разные классные устройства, типа, например, айфонов, и у нас эти айфоны могут меняться на протяжении жизни, а информация, которую мы создали с помощью айфонов, либо которой мы обменивались, она остается. Вот то же самое примерно и с нашим организмом. Информация остается более в устойчивом состоянии, чем материальная основа. Флешка может меняться, а файл, который записан на флешке, может передаваться. И это первое, о чем бы я хотел сказать. То есть информация — это более постоянная основа нашего существа. И современные исследователи, занимающиеся клеточной биологией, хорошо этот процесс понимают. Моему учителю принадлежит замечательная цитата, академику Российской академии естественных наук Константину Викторовичу Судакову принадлежит цитата: «Информационный процесс — первичная суть человека». Согласно исследованию профессора Роберта Ланце, одного из крупнейших специалистов в области клеточных технологий, в области клонирования живых существ, информационный процесс действительно первичная суть человека. Все, что мы наблюдаем, как пишет Ланце, это есть информационный процесс, информационный поток, информационный вихрь, который проходит через наше сознание. Так вот, если мы заглянем вовнутрь устройства этой программы информационной, которая представляет из себя основу нашего существа, то мы обнаружим, что системообразующим фактором, ключевым фактором, который определяет нашу с вами жизнедеятельность, является результат, полезный приспособительный результат, который всегда находится в будущем по отношению к системе, если мы рассматриваем во временном каком-то диапазоне, глядя в прошлое. То есть, если, например, мы посмотрим на меня, я перед тем, как начать записывать это видео, находился, то есть было, допустим, минус 1 час по отношению к моменту настоящего, в котором мы с вами находимся. И тот факт, что я сейчас записываю видео, этот результат, который конкретно сейчас складывается и происходит, он находился в будущем по отношению ко мне, как к живой системе, которая существовала час назад. То есть час назад тот результат, с которым и вы в том числе и сейчас имеете возможность взаимодействовать, был по отношению к моему организму в будущем. И согласно физиологическим фактам и экспериментам,
Вот в работах выдающегося ученого, отечественного академика Академии наук, Академии медицинских наук СССР Петра Кузьмича Анохина было доказано, что именно этот результат, находящийся в будущем, программирует поведение живой системы в настоящем. Парадоксальное такое заявление, то есть результат, который никак материально не может быть связан с настоящим, находящимся в будущем, так или иначе программирует это настоящее. И Петр Кузьмич Анохин ввел в определение живой системы понятие информационного эквивалента результата деятельности, по сути, информационной матрицы, в которой зафиксированы параметры будущего результата. То есть в моем организме присутствовала информационная матрица час назад, в которой был закодирован результат, который сейчас конкретно мы с вами вместе переживаем. И получается, что самой основой, кором существа, программирующим наше поведение, то, что мы делаем, является информационная модель результата. Поскольку результат, еще раз повторюсь, находится в будущем по отношению к живой системе. Но информационная матрица программирует поведение живой системы, и это правило, оно распространяется абсолютно на всех уровнях живого существа. Смотрим, когда мы на уровне организма, на меня, вот в самой сердцевине моего организма находится результат, модель информационного результата, которая связывает абсолютно деятельность всех триллионов клеток моего организма в один единый континуум. И то же самое происходит на уровнях более глубоких. Посмотрим ли мы на уровне какой-то вложенной функциональной системы. Например, система, отвечающая за поддержание артериального давления в организме. Эта система также устроена вокруг общего результата деятельности, который закодирован в информационной матрице модели результата, который в свою очередь программирует множество компонентов, входящих в эту систему. И такое программирование свойственно для всех уровней живого существа. То есть от вышестоящих к нижестоящим уровням, мы говорили об этом на втором уроке про закон голографического единства мироздания. Функциональные системы более высокого порядка программируют деятельность субсистем, вложенных систем. Но если мы посмотрим в моменте настоящего на все эти системы, именно вот в моменте реальности, как это происходит, то мы увидим то, что это огромное пространство информации, в котором информация более высокого уровня систем передается на более низкого уровня системы, и так от космического уровня до атомарного уровня происходит постоянная передача информации, потоки информации. И если мы посмотрим на реальность в моменте настоящего, не через призму времени, то мы увидим, что в реальности у каждого объекта, у каждого даже предмета, который нас окружает, у каждой живой системы, которая нас окружает, существует встроенная вот такая информационная матрица. И на уровне информационных матриц все элементы окружающей среды абсолютно полностью взаимосвязаны в реальном масштабе времени. При этом само по себе пространство и время как таковое является тоже элементом этой информационной матрицы. То есть это тоже информационное понятие. По сути, в реальности мы имеем дело с огромным информационным пространством, которое отражается в поле энергии. Причем сами все вот эти формулировки, которые мы говорим, даже поле энергии, это тоже часть этого информационного пространства. То есть, по сути, мы не можем разделять информацию от энергии вот, в континууме нашей реальности. И мы можем говорить про энергоинформационное пространство. И взаимоотношения этого пространства, внутренние взаимоотношения элементов этого пространства, которые голографически отражают, каждый в своей природе отражает суть целого. И мы можем наблюдать такую фрактальную геометрию природы внутри этого информационного пространства. Так вот, особенности взаимоотношений элементов, которые по сути представляют в себя части одного и того же, отражающие целиком полностью свойства целого. Вот в этих взаимоотношениях, по сути, заключен наш материальный опыт. То есть наша материя, то, что мы видим, материальный мир, который нас окружает, мы сами представляем из себя особого рода информацию о том, что было. То есть это тоже нереально все, как мы говорили на третьем уроке, то, что мы все воспринимаем с задержкой. Так вот, мир, который нас окружает, который мы в действительности воспринимаем с задержкой, он является
как бы нереальным. То есть это сама по себе материальность этого мира возникает лишь только в нашем мозге. Вот в чем поразительный феномен нашего сознания. А на деле то, что мы осознаем, наблюдаем, это все повторяющийся энергоинформационный процесс. Такие своеобразные информационные циклы, которые, повторяясь, создают иллюзию постоянства. Но если мы посмотрим в более длительной перспективе времени на происходящее вокруг явления, то мы увидим то, что в мире нет ничего постоянного. И мы знаем то, что у Солнца есть свой цикл жизни и смерти, то, что у галактики есть свой цикл жизни и смерти, то, что у планет есть свой цикл жизни и смерти. То есть в этом мире все рождается, живет, распадается в конечном итоге, дает жизнь новому и так далее. Это бесконечный процесс, в котором сохраняется лишь только информационная основа, информационная база этого процесса. Вот она остается неизменной. Поэтому вот в реальности на самом деле мы имеем дело с огромным бесконечным информационным процессом, в который не находится где-то в какой-то локальности. То есть это не процесс, занимающий пространство и время, а еще раз повторюсь, пространство и время являются свойствами, которые запрограммированы в том числе в этом процессе. То есть этот процесс, он первичен для природы мира, окружающего нас, и для природы человека. Я еще раз напомню цитату своего учителя, академика Российской академии наук Константина Викторовича Судакова. Он длительный период времени был руководителем научно-исследовательского института нормальной физиологии имени Петра Кузьмича Анохина Российской академии медицинских наук и академиком-секретарем отделения медико-биологических наук Российской академии медицинских наук. Он говорил так, что информационный процесс – первичная суть человека. Я еще раз это повторю. Это очень важно. Так вот, когда мы рассматриваем нашу реальность, самих себя как информационный процесс, и если мы с вами следуем цели поддержания здоровья, я напомню, это мы прошли на первом еще уроке, и здесь собравшиеся и до сих пор оставшиеся в этом курсе, это те люди, которым действительно важна и нужна эта цель. Люди, которые осознают, что у них есть проблемы какие-то со здоровьем, которые действительно хотят жить с высоким качеством жизни, в оптимальной жизнедеятельности, творческой самореализации, интересной жизнью, с положительным эмоциональным тонусом. Так вот, для нас принципиальное значение имеет базовый закон физиологический поддержания здоровья в живых системах. Дело в том, что здоровье в живых системах, я еще раз напомню, является нормой. Так вот, эта норма сохраняется только при том случае, если в живой системе сохраняется передача информации. От начального к конечному звену должна, как писал Петр Кузьмич Анохин, должна быть максимально точная, адекватная информационная эквивалентность. Передача информации без потери смысла, без информационных искажений. То есть для того, чтобы живая система сохраняла свое существование, исходное, истинное, необходимо, чтобы в ее информационной начинке сохранялась максимальная точность при передаче информации. Поэтому мы с вами есть информационный процесс, который программируется, по сути, из вышестоящих систем. Все, что с нами происходит в жизни, это передача информации. Если мы искажаем информацию, если мы вмешиваемся в этот процесс, если мы добавляем в этот процесс некую какую-то такую отсебятину, можно так сказать, то возникают искажения в процессе передачи информации на более высоком уровне. Любое искажение в живых системах моментально вызывает корректирующие воздействия. То есть живая система так устроена, что искажение – это смертеподобное состояние. Поэтому как только возникает где-то какое-то искажение, моментально в живой системе возникают, согласно золотому правилу саморегуляции живых систем, которое сформулировал академик Петр Кузьмич Анохин, возникают моментально корректирующие воздействия, которые по мощности своей превышают силу воздействия, которое привело к искажению. То есть, если где-то возникает какое-то искажение при передаче информации в живой системе, моментально сразу же возникает целый каскад реакций, который приводит эту систему к исправлению, к целостности, к неискаженному состоянию. Ну, естественно, мы эти реакции воспринимаем как отрицательную обратную связь. Для нас это отрицательный эмоциональный тонус, какие-то проблемы в жизни, неприятности, неурядицы, то есть болезни, симптомы. То есть мы это все воспринимаем как симптомы, как неприятное нам состояние. Неприятное. Для нас всегда обратная связь отрицательно неприятна. Это ее главное свойство, главная ее характеристика. Но эта связь обратная необходима для того, чтобы вернуть систему
к норме, к ее исходному предназначению, к ее исходному состоянию и к исполнению этой системы предназначения. Если система не возвращается к своему предназначению, она разрушается и погибает. Причем погибает именно на информационном уровне. Поэтому базовый закон поддержания здоровья живой системы – это сохранение максимальной точности при передаче информации. И поскольку каждый уровень живой системы программируется более высокого уровня системы, более высостоящим уровнем, то получается, что для нас, например, когда мы рассматриваем себя на организменном уровне, для нас, безусловно, играет огромное значение точность при передаче информации внутри нашего тела, между отдельными частями нашего тела, между отдельными клетками. Любое нарушение точности при передаче информации мы всегда осознаем как симптом и как болезнь. Представьте себе, человек, например, нарушена передача сигнала от головного мозга к руке, и человек не может пошевелить рукой. Конечно же, это болезнь, это очевидно совершенно. Или неправильно передается. То есть человек хочет там рукой вот как-то так повернуть, она наоборот обратное движение делает. Тоже болезнь. Поэтому то же самое происходит и на уровнях, более высоких уровнях организации. Если человек включен в социум, и сообщество является вышестоящим уровнем, который программирует наше здоровье, наше поведение, то мы должны с вами знать, что искажение при передаче информации на уровне сообществ голографически отражается в структуре нашего с вами существа. Поэтому для выживания человека принципиальным законом выживания является поддержание максимальной точности при передаче информации на социальном уровне. Точность передачи информации без потери информационного смысла, без искажений. На простом языке это максимальная честность во всех отношениях. Передача информации без лжи. И в том числе, естественно, это отказ от самообмана. Это важнейшее правило сохранения здоровья. В замечательном исследовании профессора Аниты Келли из университета Нотр-Дам в 2012 году было доказано, что сокращение лжи повседневной приводит к существенному улучшению здоровья на физическом, на психическом уровне, на уровне социальных взаимоотношений. В наших собственных исследованиях, которые мы провели в мае этого года на достаточно большой группе людей в ходе тренинга синхронизации, мы показали, что в течение месяца у 94,5% людей, практикующих систему управления здоровьем, существенно улучшается состояние здоровья во всех сферах. Причем в сфере физического и психического здоровья значительно, и социального здоровья значительно улучшается. Для групп людей, у которых изначально был низкий уровень качества жизни, мы обнаружили, что качество жизни в физической, например, сфере улучшается примерно 26%, в психологической сфере где-то около 25%, и в социальной сфере около 18%. Это поразительно совершенно за месяц. То есть принципы практик, о которых мы говорим, работают, если у вас действительно есть такая цель, и вы действительно их практикуете. Так вот, максимальная честность при социальных коммуникациях – это необходимое условие для укрепления социального иммунитета, и это необходимое условие для восстановления нашего здоровья во всех сферах жизни. В экономической сфере, в сфере личных отношений, в сфере психологического здоровья, да и в сфере физического здоровья тоже. Я хотел бы добавить, что мы часто путаемся в определении честности, и для нас много есть вопросов, связанных с этим. Но и многие говорят то, что не существует там какой-то правды, и они пытаются тем самым выдать за правду тезис о несуществовании правды, что само по себе, конечно же, абсурдно, потому что об этом говорить тогда, наверное, не стоит. Если ты считаешь, что правды нет, это не может быть правдой, потому что если правды нет, то ее вообще нет. Потому что так не бывает, что ты говоришь, что правды вообще в принципе нет, но то, что я говорю, это правда. Поэтому само по себе это распространенное заблуждение, которое говорит о том, что правды нет, оно содержит в себе сразу же ложный корень такой. И в нашем сознании коллективно распространено очень много идей, которые пытаются каким-то образом дискредитировать само по себе существование истины, как нас удалить от этого. Такое, можно сказать,
огромное лукавство работает. Вот. И только лукавство, получается, эксплуатирует человека, пожирая его жизненную энергию. Но с другой стороны, каждый из нас в жизни сталкивался с этим феноменом. Мы, рождаясь, так или иначе погружаемся в поле социального такого самообмана и множественного обмана друг друга. И каждому из нас предстояло пройти через горнило лжи для того, чтобы на протяжении своей жизни осознать цену честности, осознать цену истины. Вот. Но очень важный момент, который я хотел отметить, те события, которые мы переживаем прямо сейчас, мы осознаем одномоментно. И если у нас с вами есть общая цель, напомню, что у всех людей на планете Земля есть общая цель, если они честно ей следуют, это цель здоровья. Так вот, если у нас есть с вами общая цель, мы всегда сможем с вами договориться до того, что мы видим, что мы воспринимаем как истину. Например, вы сейчас смотрите видео. Например, мы движемся вместе в сторону здоровой цели. Мы хотим быть здоровыми. Это то, что мы с вами разделяем. Это то, что действительно разделяется нашим с вами общим опытом. И мы обязательно об этом договоримся, если у нас действительно есть общая цель. Нам не составляет труда встретиться в каком-то месте, даже если мы не знаем, как найти это место. Мы можем идти к этой точке, обмениваясь информацией постоянно. И по мере приближения к результату мы можем все больше и больше обмениваться информацией, пока мы этого результата не достигнем. Но за счет стремления к общей цели мы можем приблизиться к истине. Поэтому истина — это понятие в живых системах, неразрывно связанное с целью. В первую очередь со здоровой целью. Если нет общей цели, то найти истину, безусловно, невозможно. Это бесполезно. Поэтому, поскольку данное видео адресуется в первую очередь к людям, которые решили быть здоровыми, я вам хочу сказать, что здоровье — цель универсальная, она свойственна для всех живых систем. Я напомню то, что мы программируем со стороны вышестоящих систем, основной целью которых является тоже здоровье, в том понимании, как мы его определили на первом занятии. Так вот, любые действия, которые нарушают здоровье целостного мира, который, я напомню еще раз, он абсолютно целостен, представляет себя огромный живой организм, элементы которого связаны друг с другом тесно на информационном уровне, не локально. И явления такие, как квантовая спутанность, это доказывают, что все мгновенно не локально связано информационными каналами или, так сказать, на информационном уровне. Так вот, любое проявление нечестности по отношению к этому миру, любое проявление нечестности по отношению к цели этого мира, к здоровью, обязательно возвращается обратная связь. Это золотое правило саморегуляции. Любое искажение, которое вы выделяете в этот мир, любое насилие, которое вы осуществляете по отношению к этому миру, непременно возвращается к нам, я в том числе и про себя, конечно же, говорю, в объеме, который существенно превышает силу воздействия. Поэтому нам иногда кажется, что мир к нам несправедлив. Но он так устроен. Таково золотое правило саморегуляции живых систем. Без этих правил мы бы не смогли жить и выживать. Поэтому любое наше воздействие на живую систему, я еще раз напомню, что мир из себя представляет огромную живую целостную систему. Любое наше воздействие возвращается к нам по обратной связи. Всегда в объеме, превышающем силу нашего воздействия. Если это воздействие нацелено на улучшение здоровья мира вокруг нас и сообщества вокруг нас, то это воздействие возвращается к нам с огромной положительной обратной связью. Но если это воздействие нацелено на разрушение мира вокруг нас, на нарушение его, то это тоже к нам возвращается обратной связью, которая для нас чрезвычайно неприятна. Так вот, в нашей жизни есть общая истина. Если мы хотим с вами быть здоровыми. Для того, чтобы найти эту общую истину, нам необходимо вспомнить об общей цели и вспомнить о том, что наш мир целостен, что мы все взаимосвязаны, что мы являемся клетками одного огромного живого организма. На 99,9% генетический код у нас одинаков, по данным проекта «Геном человека». Мы с вами похожи на клетки одного организма, в котором примерно сотни триллионов клеток, в которых также одинаковая генетическая информация, но разный практически жизненный опыт. У нас нет похожих клеток. Они
все разные абсолютно, у всех разный совершенно жизненный опыт. То же самое и у людей. Люди могут быть чуть-чуть похожи внешне, они могут группироваться, конечно, то есть как и клетки в организме, в разные отдельные ткани, группы клеток, но все равно каждая клетка уникальна, даже в рамках какой-то отдельной ткани. Как только клетки приобретают однообразие, патоморфологи ставят диагноз опухоли. Это онкологическое новообразование. Поэтому в нашем организме все разнообразно, так же как и люди все разнообразны. Любое однообразие это всегда опухоль, которая приводит к умерщвлению самого по себе организма. Так вот, у нас есть общие истины, мы можем к ним прийти. И самое главное заключается в том, что нам необходимо всем здоровье. И мы живем в целостном организме, поэтому мы не можем действовать, нарушая здоровье чье-либо вокруг нас, не осознавая то, что это нарушает наше собственное здоровье, причем в большей степени. Это должен каждый понять. Честность по отношению к цели принципиальна. Когда мы осознаем, что мы действительно стремимся к здоровью, это наша честная цель, то нам необходимо осознавать, что отсутствие искажений при передаче информации – это неотъемлемое правило нашей жизни. Поэтому мы не можем искажать информацию в нашей жизни сознательно или автоматически транслируя какую-то ложную информацию, как многие из нас делают. Мы не задаемся целью перепроверить источник и бездумно иногда транслируем информацию, которую не проверили на своем собственном опыте. Это в меньшей степени, конечно, приводит к поражению нашего здоровья, но тоже приводит, потому что поражается здоровье сообщества, которое нас окружает, от того, что мы распространяем ложную информацию. Поэтому распространение ложной информации в любом ключе, непроверенной информации, безусловно, вредит здоровью и нашему лично, и здоровью людей, которые нас окружают. И, безусловно, важно осознать, что часто очень много мы дискутируем на предмет того, а что же все-таки правда, что же истинное такое восприятие реальности. Так вот, здесь очень важно вернуться к предыдущему уроку школы СУС и напомнить о том, что картина, которую мы видим, она всегда иллюзорна. Все, что мы воспринимаем в реальности, это всегда отформатировано, отфильтровано нашими целями. То, что мы видим, воспринимается через фильтры нашей цели, через фильтры предыдущего опыта и содержит некую призму последних 15 секунд. То есть мы не видим реальной картины по-настоящему. Для того, чтобы на нее опираться. Поэтому прошлое, в котором мы находились, это всегда, скажем так, субъективная точка зрения. Мы не можем на него уверенно опираться. Всегда определить, что для нас действительно честно, нечестно, мы можем вокруг конкретно целей общих и вокруг конкретных переживаний момента настоящего, в которых мы находимся. Поэтому для того, чтобы почувствовать, а что же по-настоящему является истинным, нам нужно сначала вернуть для себя контакт с реальностью и вернуть контакт с информационным пространством, в котором мы находимся, для того, чтобы осознавать, что же истинно, для того, чтобы это прочувствовать физически на своем опыте, а не находиться в плену иллюзий. Так вот, когда мы движемся за целями, которые основаны на предыдущем опыте, которые основаны на искажениях каких-то наших, когда мы наблюдаем пространство, в котором мы боремся с миром, в котором мы сопротивляемся с миром, наша цель, когда сопротивление, мы видим ровно мир через призму нашего опыта, в котором цель основная — сопротивление. И мы в реальности видим сопротивление. Это сопротивление отражается везде. Цель форматирует наше восприятие. При этом мы видим информацию с задержкой, мы видим только прошлое. Соответственно, опираться на такую картину мы не можем. И в связи с этим, для того, чтобы мы смогли ближе и ближе стоять к истине, от нас требуется постоянная практика синхронизации с реальностью. И синхронизироваться мы с реальностью можем только в те моменты, когда мы осознаем, что мы не можем быть на 100% честными. Когда мы осознаем, что это в принципе недоступно для нас. Мы не можем быть идеально. Все, что в нашей жизни произошло, это уже совершено, это совершенно, безусловно. Мы не можем сказать, что это было что-то не так. Мы проходили это на прошлом уроке, нам остается только это принять как совершенное. Но мы не можем быть идеальными, потому что идеал всегда впереди, и мы всегда будем неточны по отношению к этому идеалу. Поэтому для нас недоступно, в наших словах, в наших действиях недоступна 100% истина. И это мы должны осознать для себя. И в связи с этим
важно помнить всегда об общей здоровой цели. Вы не можете быть правы. И я не могу быть прав. Мы находимся в пространстве, в котором мы либо руководствуемся общими здоровыми целями и находим компромисс в своих контактах, коммуникациях, диалогах, либо мы следуем за своей правотой, которая строится на безапелляционном основании того, что мы знаем истину. Но, как правило, это знание истины ограничено, и мы находимся под фильтром восприятия сопротивления реальности. И поэтому мы не заглядываем глубоко в систему вышестоящих уровней. Мы видим лишь локальную часть картины. Мы видим лишь ухо слона и говорим, что это какой-то ковер из какой-то кожи. Мы не видим всего слона. Поэтому наше чувство правоты фильтрует наше восприятие. И когда мы пытаемся доказывать, что мы правы, мы на самом деле не правы. Мы не видим всей картины, мы не видим истины такой, как она есть. Поэтому настоящая истина, настоящая синхронизация с истиной доступна для нас лишь только в моменты молчания и глубокого принятия. Когда мы замолкаем, когда мы перестаем выделять в реальность какие-то слова, мысли и действия, когда у нас нет такой цели что-то специальное делать, думать или говорить. И когда мы принимаем реальность тотально, когда мы даем реальности возможность прорваться сквозь фильтр восприятия разных, мы видим постоянно свои сопротивления, множество сопротивлений. Как только мы садимся в молчание, закрываем глаза и принимаем реальность такой, как она есть, включая себя в ней, мы начинаем видеть огромное количество своих собственных долженствований, сопротивлений о том, как должно быть, как нам надо делать, как не надо, какой реальность должна быть, что ты делаешь. У нас рождается буря, у нас проявляется, скажем так, огромный внутренний диалог, который фильтрует реальность, диалог сопротивления. И нам ничего не остается делать, кроме как принять этот диалог. Мы помним третий урок, мы помним принятие, мы осознаем, что мы с задержкой воспринимаем реальность, включая свой собственный диалог. Сопротивляться этому — это его усиливать. Это бесполезно. Поэтому настоящая правда рождается в переживаниях момента настоящего, когда мы находимся за пределами мыслей и слов, которые, как правило, не отражают момент настоящего. Поэтому из практики молчания мы можем перейти к практике осознание каждый момент времени, осознание своей цели. То, что мы говорим, делаем или даже то, что мы думаем, всегда связано с какой-то целью. Мы можем осознать, какая это цель. Созидательная, сотворение чего-либо, польза какой-то себе или окружающим, польза для своего здоровья или для здоровья окружающих. Или это сопротивление, или это уныние какое-то. Вот в каждое мгновение времени мы можем осознавать это, какова наша цель. И как только мы осознаем, какая наша цель, мы можем осознавать, направлены ли наши слова, мысли и действия на эту цель. Или если нет, мы можем погружаться в состояние молчания, просто пропуская мысли, которые нас уводят в сторону от цели. Просто осознавая это как ложное по отношению к нашей цели информационный поток. Поэтому для того, чтобы мы смогли познать, что такое все-таки истина в нашей жизни, сначала мы должны осознать, что мы никогда не сможем достичь стопроцентной истины. И поэтому наше состояние правоты, в котором мы часто пребываем, является абсолютно ложным. Это сигнал о том, что вы отклонились от целостности. Вы попали в разобщенный мир, в разделенный мир, в котором вы чувствуете себя отделенным элементом этого мира, который сопротивляется, борется с окружающим миром. И это ложная совершенно картина реальности, поскольку я повторюсь, что на информационном уровне мы тесно вплетены в реальность, более того, мы ей программируемся, и мы с задержкой ее воспринимаем. Мы дети этой реальности, которые полностью ей подчинены. И лишь наша стратегия борьбы с реальностью, наше желание бороться и доказывать что-то и быть правыми в этой реальности является причиной наших бед в этой реальности. Поэтому для перехода к практике, для перехода к честному диалогу в нашей реальности нам необходимо замолчать. От нас требуется пространство, от нас требуется время, во время которого мы синхронизируемся с реальностью, во время которого мы выходим на контакт с вышестоящими системами, мы даем им возможность перепрограммировать наше состояние сознания, наше поведение. Мы признаем, что мы не способны своими словами, действиями и мыслями как-то приблизить себя к здоровью. Мы осознаем, что мы лишь можем подчиниться этой здоровой цели, мы можем прислушаться к ней. И мы можем лишь надеяться на то, что здоровая цель перепрограммирует наши стандартные программы действия. И находясь в состоянии молчания, мы
безусловно, будем замечать множество и множество разных мыслей, каких-то таких интенций, стремлений к действию какому-то, которые будут нас стараться отвлечь от здоровой цели, с которой мы вышли на контакт. Но мы можем осознавать эти долженствования, они всегда будут приходить в форме «ты должен», или «это должно быть какое-то состояние», или «не должно», наоборот. Ну, то есть это всегда связано со словом «должен». Так вот, в практике молчания мы можем обнаружить все эти искажения нашей жизни и, по сути, их просто переждать. Это как состояние опьянения. Вы специально как-то ускорить там не можете выход из этого состояния. Вы лишь можете как-то устремиться к сторону своих естественных физиологических процессов. Там, пить больше воды, поесть, поспать. Может быть, как-то вот в этом контексте вы можете ускорить выход. Иначе это может быть только какое-то вмешательство. Но, как мы знаем, вмешательства, они лишь усиливают впоследствии привязанность, например, к алкоголю, если мы каким-то специальным внешним способом снимаем с себя интоксикацию как обратную связь. Поэтому вот множество всевозможных искажений в нашей жизни, бури врываются в сознание, как только мы ставим жизнь на паузу, как только мы выходим из вот этого состояния постоянного деятеля, как только мы выделяем чуть-чуть времени для того, чтобы почувствовать свое здоровье в моменте настоящего. Поэтому наша настоящая цель – это здоровье. Здоровье реализуется не в будущем, оно реализуется в моменте настоящего. Наш организм собирается каждое мгновение времени. Поэтому мы можем почувствовать результат и совместить его с целью в настоящем, когда мы выполняем практику тишины, молчания и глубокого принятия. Мы как бы выходим из жизни на время и даем возможность жизни протекать без нашего какого-то воздействия на нее. И тем самым мы даем возможность автоматическим программам, стереотипам нашего восприятия поменяться. Тем самым меняется наш взгляд на жизнь. Мы видим более реальную картину мира. Мы имеем возможность непосредственно с ней контактировать. У нас нет какой-то правоты, у нас нет фильтров предыдущего опыта. Мы не тонем своим сознанием в прошлом или где-то в будущем. Мы находимся своим сознанием в настоящем. Мы укоренены в цели момента настоящего. Мы укоренены в результате момента настоящего во время практики молчания. Поэтому закончить этот урок я хотел, конечно же, с домашним заданием, которое основано на том, что мы продолжаем выполнять практики, которые мы получили на предыдущих уроках. Это практика цели, мы помним о своей цели, как только мы забываем о ней, мы можем вспоминать, что это за состояние цели. Оно находится, безусловно, в настоящем, ростки этой цели, они находятся именно в настоящем, уже результат есть в настоящем, потому что мы вот физически есть, присутствуем, это присущий нам от природы результат здоровья, мы в нем находимся, и наша цель быть здоровыми, поэтому это уникальная цель, которая находится в настоящем, и погрузившись в настоящее, мы можем ее ощутить физически. Этому же способствует и наше сообщество, и обмен опытом в сообществе. Мы видим, опять же, как мы с разными людьми взаимодействуем, как это отражается на нашем здоровье, и мы обмениваемся опытом в сообществе, это создает для нас систему более высокого уровня, мы являемся участниками системы более высокого уровня, которая помогает нам двигаться к здоровью. Наконец, мы осознаем, что мы не можем сопротивляться реальности, мы можем лишь принимать то, что есть в реальности, и из этого исходит осознание моментов в реальности, в которых мы не принимаем ее, и мы принимаем эти моменты. Из этого же исходит и практика честности. Мы осознаем, что наша реальность носит информационный характер. Для нас принципиальное значение носит не материальные процессы, а информационный процесс. И в первую очередь честность по отношению к цели, не насилие. И мы помним об общих целях, которые нас связывают с другими людьми. Мы не нарушаем данные свои обещания. Мы следим за соответствием слов, мыслей и дел. И при этом мы осознаем свою нечестность, и мы принимаем ее в том числе. Мы не пытаемся совершать, опять же, насилие над собой или над кем-либо во имя честности. Это нечестно по отношению к нашей общей цели, к здоровью, к принятию. Мы не забываем об этом. Это просто абсурд, когда мы используем правду для борьбы какой-то за правое дело, для войны, для оправдания каких-то насильственных действий. Это противоречит самой по себе основе, общей цели нашей, вокруг которой возникает истина.
Нам важно об этом помнить. Поэтому для нас мы помним о том, что мы принимаем в том числе и свое собственное несовершенство. Мы постоянно будем эволюционировать. И каждое мгновение времени вы будете смотреть потом назад и видеть, что вы становитесь все более и более честным, все более и более чистым и более и более здоровым. Это естественная часть нашей эволюции. И этот процесс, он нескончаемый просто. Поэтому стоит привыкнуть и осознать, что идеальными мы никогда не станем. Это стремление к какому-то абсолюту, это стремление к состоянию трупа, стремление к состоянию стабильности и комфорта, в котором нет переживаний, нет перемен, оно мертвое состояние. Поэтому мы, слава Богу, живые, поэтому мы никогда не будем идеальными. Мы будем непрерывно развиваться, непрерывно эволюционировать. Безусловно, важно обращать внимание на состояния, в которых возникают какие-то обстоятельства, в ходе которых мы имеем интенцию проявить нечестность. Когда что-то нас заставляет быть нечестным, или как нам кажется, что-то нас заставляет быть нечестными. Вот эти обстоятельства, когда вот-вот мы сейчас там соврем или что-то произойдет, как-то обманем самих себя, их стоит тоже обнаружить, фиксировать и применять как практику честность. Осознавать, что в данном случае более здоровым решением, стратегически более здоровым решением для вашей жизни является проявить свою честность по-настоящему. Включиться в этот момент и сохранить точность при передаче информации. Для нас это принципиально важно, чтобы выйти из порочного круга, вот из этого бегства, такого как белка в колесе, бегства за достижениями, за какой-то лампочкой, которая привязана к голове, к какому-то вечному, какой-то вечной цели, которая всегда удалена от нас. Счастье всегда где-то находится не здесь. Вот для того, чтобы выйти из этого порочного круга, нам необходимо осознавать моменты, в которых у нас есть искажения при передаче информации, трансформировать эти моменты, трансформировать их, осознавать, что мы не правы в ряде случаев, и принимать, и максимально отражать то, что мы переживаем в эти моменты, максимально опираться на переживание текущего момента настоящего. Не пытаться искать истину где-то там в прошлом, это бесполезно. Руководство всегда нужно целью момента настоящего. Какой целью вы прямо сейчас руководствуетесь? Насколько эта цель соответствует здоровью? Насколько вы в ней не проявляете насилия или правоты? Насколько вы принимаете себя? Насколько вы принимаете окружающих? Вот это имеет значение. Поэтому практика чести, она имеет очень глубокое значение. Мы о ней очень много и подробно говорим на всех уроках школы СУС. И мы, конечно же, пришлем какие-то еще дополнительные материалы об этом для вас. И дадим ссылки на те материалы, где мы это подробно разбираем. Вот. Но для начала фиксируйте, обнаружите состояния, в которых вы нечестны, трансформируйте эти состояния в сторону устранения искажений, потому что это более здоровый процесс. Друзья, на этом бы урок я хотел закончить. Помните о необходимости честности для здоровья. Помните, что это супер мощная практика. Это ключ абсолютно всех оздоровительных систем, всех традиционных систем. Во всех религиях даже вы найдете, что честность — это базовая основа для сохранения здоровья. Это главная практика, главный принцип, которым мы очень часто, к сожалению, пренебрегаем, думая, что есть какие-то алгоритмы, решения, какие-то уникальные последовательности шагов и действий, которые могут нас чудесным образом привести к счастью, которое где-то находится. Это не так. Наше счастье, наше здоровье, настоящее здоровье, наша оптимальная жизнедеятельность, наше творчество, богатство нашей жизни находится в моменте настоящего. Следуйте практикам, о которых мы говорим, и в вашей жизни откроется бесконечная возможность для творчества, для самореализации, потому что нет в жизни какого-то особого алгоритма достижения успеха или счастья. Есть лишь базовые законы реальности, базовые законы здоровья, следование которым помогает нам по-настоящему вернуться к нашему естеству, к нашей природе, к нашей глубинной реальности. И честность — это основной из этих законов. До встречи на новых уроках.